Друзья, привет, на связи Виталий. 8 лет живу и занимаюсь бизнесом в Польше и продолжаем историю с проверками на фирме. Вы просили, вы ставили плюсики, спасибо за вашу обратную связь. Ну и делимся полезным контентом. Чем же она закончилась? Итак, была проверка, 1,5 месяца она продлилась, раз, наверное, 5 я ездил в пограничную службу, 3 раза лично просили явиться в Пенсійну инспекцию працы. И да, есть определенные нарушения, они были связаны с осознанными и неосознанными решениями руководителя фирмы, но тем не менее потрясающий опыт. То есть всем следующим фирмам и всем следующим клиентам мы еще более жирными буквами будем писать: ребята, все рекомендации, которые мы вам даем после регистрации компании, это чьи-то памятники, это чьи-то ошибки, чьи-то штрафы. Пожалуйста, делайте эти вещи сразу, потому что потом будет поздно. Итак, у меня состоялся ряд приятных и сложных бесед с инспекторами, с пограничной службы, и мы вывели для вас, скажем так, 3 самых популярных ошибки, на которых попадаются предприниматели и на которых их, собственно, штрафуют. При этом, какие бы доводы вы ни говорили, логичные, ну пожалуйста и так далее, они говорят, ну у нас есть закон, мы-то, как бы вы нам не нравились, у нас есть закон, и мы обязаны ему следовать. Поэтому, если есть косяк, он будет, надо будет за него заплатить. Но в законе предусмотрены очень часто штрафы с большой такой шкалой, допустим, штраф от 100 злотых до 3000 злотых. И именно от вашей кооперации, от того, насколько вы, быковали, скажем так, либо шли навстречу инспектору, насколько вы говорили правду, либо были уличенные во лжи, будет зависеть тот штраф, который вам выпишут. Ну и плюс от того, какой раз вы напоролись на штраф. Сейчас, прежде чем мы поделимся этим списочком, скажу 2 вещи. Ну, во-первых, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, потому что это действительно уникальный контент, за который я пропотел и пронервничал не один раз. А во-вторых, помните, что какую бы информацию вы ни искали в интернете, кто бы вам что ни советовал, всегда правым останется проверяющий орган, тот инспектор, который вас хочет оштрафовать, либо проверяет. Соответственно, если у вас есть какие-то сомнения, если вы чего-то не знаете и так далее, то лучше слушать даже не бухгалтера, а просто идти и записываться на консультацию к инспектору проверяющему, да, и общаться с ними. Потому что были кейсы, когда ты звонишь, допустим, в Гродский ужон працы, либо еще куда-то, консультируешься, тебе рассказывают, ты такой думаешь, класс, можно, а потом инспектор проверяет и говорит, нельзя, закон. Тот, кто тебя консультировал, не знаю. Поэтому конечная инстанция – проверяющие органы. Итак, топ-3 ошибки. Первое – это вы не устроили человека на работу официально, то есть вы не получили разрешение на работу. Это жесткая ошибка, это штраф, как мне сказал инспектор, от 1000 до 30 тысяч злотых. Но в эту пропасть можно попасть даже по другой причине. Не обязательно не устроить человека. Вы можете всего лишь, допустим, взять разрешение на работу, допустим, сделать на него освещение на 100 часов, а он у вас работал 200 часов. И вот по трактовке инспектора это тоже неправильно, если мы говорим про освещение о праце, так тоже делать нельзя. 100 часов он у вас работал легально, а вторые 100 он у вас уже работал нелегально. Топ-2 ошибка. Вы получили разрешение на работу, но вы не уведомили госорган о том, что у вас человек приступил на работу. Вы не уведомили его в течение 7 дней. Тут давайте еще раз, чтобы я вас не запутал. Сначала, для иностранца, если у него нет изначально доступа к рынку працы, для базового иностранца нужно перед работой получить разрешение на работу. Это раз. Но на этом еще не все. Нужно обязательно уведомить, приступил ли этот иностранец к работе, либо не приступил. И там куча нюансов. Если это освещение, нужно уведомить в течение 7 дней. Если это зазволение, там другие сроки. Большинство из этих вещей, они просто банально написаны на документе, который вы получаете, разрешение. Поэтому не поленитесь, почитайте все, что там написано мелким шрифтом. И большинство из этих рекомендаций, они там написаны. Соответственно, вторая популярная ошибка, и за это штраф от 100 до, по-моему, 3000 злотых за каждое правонарушение, это если вы не уведомили ужин о том, что человек приступил либо не приступил к работе.
И третий популярный штраф – это вы платите зарплату не вовремя. По закону положено платить зарплату обычно до 10 числа следующего месяца. Если это, допустим, в умове злоцения, вы еще можете как-то там, допустим, сконструировать договор таким образом, что вы платите, допустим, человеку до конца следующего месяца. При умове о праце нет, то есть до 10 числа следующего месяца, как отче наш. У меня тут сидит коллега, и у нее прям большими буквами на столе написан график. До такого-то числа подать отчеты, до такого-то числа заплатить ЗУС, до такого-то числа заплатить все налоги и до такого-то числа выплатить зарплаты. Третье самое популярное правонарушение – это если вы выплачиваете зарплату не вовремя, и там штраф, по-моему, от 1000 злотых и выше. Следите тоже за этим календарем. Итак, это топ-3 на самом деле ошибок и факапов, которые можно сделать, их гораздо больше. У нас даже, ребята нас иногда просят об услуге, сделайте нам, пожалуйста, аудит, проверьте, все ли у нас нормально, потому что что-то мы с нашим бухгалтером не находим общий язык, и они вообще ничего не хотят делать, ни разрешения, ни консультировать, ничего. Поэтому, если надо такая консультация, то обращайтесь. А в завершении хочу сказать следующее. Проверки в Польше – это не страшно, в том плане, что если это ведение бизнеса, хозяйства, если вы не занимаетесь чернухой, не подделывали документы и так далее, то это в принципе не страшно. Даже если будет какой-то штраф, но вы объяснитесь, почему это сделали, не знали и так далее, плюс это в первый раз, то это не будут большие деньги. Раз научитесь и все. Кроме того, есть мы, которые с вами уже поделились опытом, и я надеюсь, за это вы поставите нам лайк и подписывайтесь на наш канал. Благодаря этому вы уже не совершите ряд этих ошибок. Второе, на той стороне инспектора это тоже люди, и с ними тоже можно рассказывать, и если ваша история действительно будет, хорошая, лаконичная, правдивая, логичная, то они, могут ее принять. Но если вы не можете связать два слова А, Б, Т, то они могут вам просто банально не поверить и выписать вам большие штрафы. Теперь самое интересное, процедурные моменты, как это выглядит, да, то есть вы приходите, с вами проводят беседу, может быть несколько раз, потом вас просят прислать какие-то документы, потом они могут пригласить, послушать кого-то, не знаю, из ваших членов правления, сотрудников, кого угодно, там даже могут взять какие-то образцы продукции, что угодно могут себе придумать. Я когда подписывал финальный протокол, там были пункты, типа, брались ли образцы продукции, еще там что-то, я думаю, слава богу, у нас этого не было. И вот в конце вам выписывают протокол. И тут самое интересное, если это Урząd Pracy выписывает, Państwowa инспекция працы, тогда очень часто вы можете прямо на месте, рассчитаться, заплатить этот штраф, либо сделать денежным переводом. Но если это пограничная служба, то тогда они должны вызвать именно человека, который отвечает за эти ошибки, его отчитать, рассказать ему все, и этот штраф заплатит он. Теперь давайте разберемся с таким очень важным моментом, ребята, кто же несет за это все ответственность. Так вот, при базовых параметрах ответственность за это все несет президент правления и дальше члены правления. То есть на кого-то этот штраф должен быть выписан. Обратите внимание, не на фирму, а именно на конкретного человека. Да? То есть он должен заплатить за это деньги, потому что он за это отвечает. И здесь, собственно, мы приходим к такому инсайду. Да? Как это? У меня же общество с ограниченной ответственностью, у меня там статутный капитал 5000 злотых, а штрафов прилетело, допустим, на 10. Больше, чем капитал фирмы. Но их не волнует, и этот штраф идет не на капитал фирмы, а допустим, на президента правления лично, соответственно, он будет личными деньгами за это расплачиваться. И тут уже, ребята, как вы понимаете, лимитов нет. А если этого человека нет в Польше, вы спросите, да, и я тоже спросил, поинтересовался, предположим такой кейс, что президент правления не находится в Польше, как быть в таком случае? И они сказали, ничего страшного, как в тот момент, когда член правления, то есть ответственное лицо за правонарушение будет пересекать границу, на пограничной службе его отведут в специальную комнатку, грубо говоря, там отчитают и там ему выпишут штраф. И, конечно же, кто-то из вас напишет в комментарии, так сколько же вы заплатили штрафа за вот эту проверку и так далее. Мы делались, вообще по минималке, то есть это было 400 злотых. И это только за счет того, что все хорошо общались, шли навстречу, рассказывали, были заинтересованы, объяснялись, все документы нужные показывали и ничего не комбинировали. Это прям минималка. Но опыта и того, потому что параллельно получали консультации, чего не надо делать, получили просто выше крыши. Ставки вы уже слышали какие, да, и ряд ошибок удалось не совершить.
На этом все. Спасибо за просмотр этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Безопасного, безошибочного вам бизнеса в Польше.